Ребята, всем привет! Сегодня у нас очень интересная тема. Научимся обрабатывать края изделия полым шнуром или способом I-cord. Научимся закрывать петли способом I-cord. Вот видите, вверху я закрыла петельки. Вот что получилось. Узнаете, как закрыть другим цветом петельки на изделии. Также узнаете, как способом I-cord или с помощью полого шнура можно набрать петли для вязания какого-то изделия. И мы научимся вязать шнурок. Вот такой вот классный шнурочек, который можно использовать где угодно. Вязать его мы будем способом I-cord. Научимся его вязать спицами и крючком. В общем, этот урок я решила посвятить теме I-cord. Покажу вам, как обработать край изделия полым шнуром. У меня есть два образца. Давайте рассмотрим первый образец. Связан он просто лицевой гладью. И посмотрите на край этого изделия. Он такой же плоский, как и само все полотно. То есть это обычный край, который формируется, когда мы при вязании первую петельку просто снимаем. Это кромочная петля. Дальше вяжем все петли лицевые. Здесь могут быть и, конечно же, не лицевые петли, а какой-то другой рисунок. И последнюю петельку я провязываю изнаночной. Дальше разворачиваем изделие наше. Первую петельку снова мы снимаем. И провязываем по рисунку все остальные петли. Довязываем ряд до конца и последнюю петлю кромочную снова провязываем изнаночной. И у нас вот такой вот получается край, вот такие косички здесь получаются. Теперь давайте рассмотрим второй образец. Здесь я использовала полый шнур или I-cord. Вот посмотрите, какой красивый ровненький край. Он более объемный, кажется немножко как бы выпуклый. Таким полым шнуром можно обрабатывать полочки, можно обрабатывать манжеты на рукавах. Давайте покажу, как я его вязала. Представим себе, что вы набрали петли и вяжем первый ряд. Первый ряд провязывается очень просто. Вяжем первую петлю лицевой, вторую петлю лицевой и третью петлю лицевой. Первые три петли это петли нашего полого шнура, нашего I-cord. Дальше вяжем по рисунку и довязываем до конца ряда. Последние три петли это также петли нашего полого шнура. И все эти три петелечки мы провязываем лицевыми. Вот так вот. Поворачиваем изделие. Рабочая ниточка теперь у нас будет перед работой. Она сама сюда, видите, просится развернуться перед работой, остаться. Первую петлю мы снимаем нашего I-cord. Вторую петлю мы также снимаем, не провязанную. И третью петлю мы также снимаем. Вот так вот. Немножко подтягиваем за ниточку, но не сильно, не нужно затягивать эти петли. И дальше вяжем рисунок, который у нас есть. Так, довязываем до конца. Последние три петли мы также просто переснимаем. Раз, два и три. Вот так вот. Поворачиваем изделие. Сейчас рабочая ниточка, видите, напротив четвертой петельки. Мы дальше провязываем следующий ряд. Повторяем таким же образом, как и первый ряд. Захватываем ниточку, провязываем первую петлю лицевой. Дальше вторая лицевой, третья лицевой. Вот так вот. И сзади не сильно нужно стягивать эту нитку, когда провязываете первую петлю. Дальше провязываем просто петли по рисунку. Последние три петли снова провязываем все лицевыми. Разворот. Рабочую ниточку перекидываем сюда к нам. И первую петлю в изнаночном рядочке снимаем, вторую снимаем, третью также снимаем. Провязываем все петли по рисунку. Так, дошли до 3 петелечек в конце. И их также просто переснимаем на правую спицу. Вот так вот. Поворачиваем изделие и снова начинаем все то же самое. Посмотрите, какая красота получается. Аккуратный, очень красивый край. Можете его использовать, когда вяжете какой-то кардиган или снуд, полочку какую-то, если вяжете. Где его применять, это уже вы сами будете решать. Теперь давайте я вам покажу, как этим полым шнуром закрыть все петли. Например, если вы вяжете рукав и хотите вот так вот закрыть петельки все вашего манжета полым шнуром. Вот представим, что вот так вот этот полый шнур будет на манжете. Очень красивый край получится. Первым делом нам нужно прибавить 3 петельки. Для этого мы провязываем из первой петли одну лицевую, вытягиваем ее, поворачиваем и за левую стенку, вернее, вот так вот одеваем ее обратно сюда на спицу. Это одна петля. Дальше вытягиваем вторую. За левую стеночку ее подхватываем, одеваем в
вторая петля, еще раз провязываем лицевую, вытягиваем ее, за левую стеночку подхватываем, третья петля. У нас как бы получилось теперь на 3 петельки больше в одном рядочке, и первые 2 из них мы должны провязать просто лицевыми, одна и вторая, вот так вот. Дальше следующие 2 петли нам нужно провязать 2 в одну, захватываем их вот за задние стеночки, вот так вот я ввожу спицу, подхватываем нитку, вытягиваем сюда ее, провязали 2 петли в одну. Следующий шаг, просто переснимаем наши 3 петли на левую спицу, 1, 2 и 3, вот так вот. Дальше снова мы первые 2 петельки провязываем просто лицевыми, 1, 2, а вот это 3 и 4 за задние стеночки мы их провязываем 2 в одну, вот так вот, и переснимаем их обратно на левую спицу, 1, 2, 3. Потом снова первые 2 вяжем лицевыми, следующие 3 и 4 вместе в одну переснимаем, 1, 2, 3. Думаю, ничего сложного, вы уже запомнили все, как все делается. 3 и 4 в одну и переснимаем на левую, 1, 2, 3. Смотрите, как уже наклонился полый шнур в левую сторону, и таким образом я буду продолжать вязание до самого края. Довязала я почти до конца. Здесь провязываю, как обычно, 2 петли лицевыми, потом 2 последние я провязываю в одну, вот так вот, и снова переснимаю эти все петельки на левую спицу. Теперь мы первую и вторую петельки провяжем вместе, вот так вот, и последнюю петлю провязываем просто лицевой, вот так вот. Сейчас у нас петли на правой спице, мы их переснимаем опять на левую. И теперь эти 2 петли провязываем в одну лицевой, вот так вот. Петельку мы вытягиваем и все, вязание затягиваем вот здесь вот. Посмотрите, как петелька выглядит с изнаночной стороны. Очень аккуратно, красиво. Край получается, видите, объемный, то есть он толще, чем основное полотно. А вот какая красота получается, если использовать нить другого цвета, чтобы закрыть петельки этим способом. Посмотрите, с изнаночной стороны вот так вот смотрится. Это отличный вариант для манжетов. И это мы с вами рассмотрели, как вязать полый шнур или айкорд поворотно-обратными рядами. Но его также можно вязать и по кругу. То есть закрывать петли, вернее, можно вот таким образом при круговом вязании. Теперь я вам покажу, как можно связать вот этот шнур отдельно, то есть без какого-либо полотна, просто шнурок, шнур айкорд из 4 петель. Для этого мы набираем 4 петли, 2, 3, 4. Первую петлю я провязываю лицевой, просто лицевой. Вторую петлю я снимаю нить перед работой, вот так вот, ниточка перед спицами, сняли. Третью петлю я провязываю лицевой, вот так вот. Четвертую петлю, последнюю, мы просто снимаем нить перед работой, вот так вот. Поворачиваем вязание. Снова первую петельку мы просто провязываем лицевой, вторую снимаем нить перед работой, вот так вот. Дальше следующую, третью провязываем лицевой, четвертую просто снимаем. Поворачиваем вязание. И вяжем все то же самое. Первая лицевая, вторую снимаем, третья лицевая, четвертую просто снимаем. Поворот, снова первая лицевая, вторую снимаем, третью лицевой провязываем, четвертую снимаем. И вяжем до тех пор, пока у нас не сформируется шнурочек нужной нам длины. Вот такой я связала шнурочек. И теперь пересняла все петельки на крючок и протяну ниточку через все петельки, вот так вот. И куда же можно использовать такой шнурочек? Можно его сделать как ручку в какой-то сумке вязаной. Можно сплести несколько таких шнуров и сплести их в одну косу толстую. Или использовать такой шнурочек как завязки, то есть что-то зашнуровать. Также можно как декоративный элемент его использовать. На каком-то полотне выложить какой-то формой, вот так вот, может волнами какими-то, и пришить.
В общем, масса применений. И давайте покажу, как связать этот же шнурочек, только крючком. Так, я делаю первую петельку. Крючок я взяла номер 3, пряжу использую Lana Gold. Набираю 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Теперь из каждой косички вот этой вот поднимаю петельки. 1 и еще одну с первой воздушной петли. Получилось 3 петли на крючке. Снимаем вот эти 2 петли с крючка. Просто его вытаскиваем. Придерживаем их аккуратно рукой, чтобы не распустить, конечно же. Дальше захватываем ниточку крючком и провязываем вот так вот петельку. Раз, провязали. Дальше вводим крючок в эту петлю, вот сюда вот. Захватываем ниточку и провязываем снова. Раз, два. И сюда также вводим крючок и провязываем вот так вот петельку. Снова снимаем вот эти 2 крайние. Раз, два. Захватываем ниточку, провязываем первую. Вот так вот. Вводим крючок во вторую. Провязываем вторую. Тут главное держать эти петельки, чтобы они не распустились. А то она так вылазит туда. Вводим сюда крючок, провязываем третью. И так вяжем на нужную нам длину. Если честно, мне как-то больше нравится вязать спицами этот шнурочек, как-то удобнее. Еще хочу показать вам в этом видео, как набрать можно петли с помощью полого шнура, шнура I-cord. Для этого мы набираем обычным способом 3 петельки. Так, 2, 3. И теперь эти 3 петли с одного конца спицы передвигаем на другой конец. Вот так вот. Будем вязать с этой стороны. Теперь из первой петельки нам нужно вывязать 2 петли. Одну петлю провяжем за переднюю стенку, то есть за стенку, которая перед спицей. Вот она. Оттяну вам ее, чтобы показать. Вот она. Провязываю одну петлю лицевой. Теперь из этой же петли, только за заднюю стенку, вводим спицу вот сюда вот. Вот так вот. Провязываем еще одну петлю лицевой. Вот так вот. Дальше 2 петельки, что у нас остались, мы просто провязываем как обычные лицевые. 1 и 2. Подтягиваем немножко. Дальше мы снимаем вот эти 3 петли с этой стороны на левую спицу. 1, 2, переснимаем просто 3. На правой спице у нас остается 1 петелька. И из этой первой петли, что на левой спице, нам нужно опять вывязать 2 петли, как мы уже с вами вывязывали. 1, и за заднюю стенку вводим спицу вот сюда, вот 2. Вот так вот. Дальше провязываем снова еще 2 петли. 1 и 2. У нас начинает формироваться I-cord, то есть полый шнур. Снова мы переснимаем 3 петли. 1, 2, 3. Теперь на спице на правой остается 2 петли. Из первой петли на левой спице опять вывязываем 2 петельки. 1 и за заднюю стенку 2. И провязываем еще 2 петли лицевой. 1 и 2. Снова переснимаем 3 петли на левую спицу. 1, 2, 3. Вот так вот. И из первой петли, из вот этой петли, всегда мы будем вывязывать 2 петельки. Одну за стенку, та что перед спицей, вторую за стенку, что за спицей. Вот так вот. Эти провязываем лицевой. Снова снимаем. 1, 2, 3. И как вы заметили, у нас на правой спице уже находится 4 петельки. Вот так вот я набрала петельки, и внизу в начале, видите, у нас в начале какого-то изделия будет вот такой вот красивый край. Дальше мы будем продолжать вязать каким-то узором, например, жемчужным, или какие-то косы здесь делать. Эти 3 петли, петли полого шнура, шнура I-cord, мы можем и дальше провязывать как полый шнур, так как я вам показывала в начале видео. Или же, если они нам мешают, если нам нужны только вот эти петельки, то можно их убрать. Для этого мы переснимаем 1, 2, 3 петли. 2 вот эти петельки нам нужно провязать вместе в одну. Вот так вот. Убрали одну петлю. Одеваем снова ее на левую спицу. И еще раз провязываем 2 в одну. Вот так вот. Петли полого шнура мы убрали, и дальше продолжаем вязать нужным нам рисунком. Можно вообще эти 3 петли не убирать.
сейчас распущу их обратно. А просто продолжать вязать на всех этих петельках какой-то рисунок. То есть петли полого шнура также использовать для вывязывания какого-то рисунка. Все, теперь вы знаете, как набрать петли способом I-cord. Вот, в принципе, и все. Уверена, у вас все получилось. И надеюсь, вам было полезно это видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. И до скорых встреч. Всех целую. Пока-пока.